Ну привет. Не помню, чтобы я рассказывал о том, как я попал на остров в Норвегии. Так что сегодня поговорим об этом. Полетели. Когда-то я жил в Латвии, в Риге. Занимался обычными делами, катался на мотоцикле, искал лучшей жизни. И мне хотелось заработать больше денег. Поэтому я решил поехать за границу. Сначала я поехал в Германию. Там мне не понравилось. Потом было предложение съездить в Швецию. Не получилось, потому что там много чего произошло у коллеги. И в итоге он сказал мне не едь. И вот я решил ни на кого не полагаться, потерять все свои связи, так сказать, оборвать, и поехать в Норвегию. Нашел агентство, которое организует поездку. Ну, получается, ищут работников для отелей, ресторанов, все вот этого гостеприимства, бизнеса в гостеприимстве, да. И в итоге проверил их, чтобы они были не такие, просто взяли, отослали тебя, чтобы там и контракты были, и предоставляли жилье, и кушать, и билет, и так далее, да. Ну, в общем, мне сразу сказали то, что я поеду на остров в Норвегию. Ну, я подумал, ну супер. В тот момент это было очень разумное решение для меня, потому что я хотел побыть наедине с собой по большей части, оградиться от мира и подумать о том, что я хочу для себя. И вот я с одним чемоданом сажусь на самолет и лечу в Норвегию. Прилетаю я в Берген, второй по величине город в Норвегии. И с выданным маршрутом от работодателя, агентства, еду на остров. Агентство оплатило дорогу. Я приехал, устроился. Мне показали, что, как, чего, где, как. Языкового барьера в принципе не было. Я разговаривал на английском. Люди там тоже разговаривали на английском. И норвежский я так чисто подучил слова первоначально, чтобы понимать меню минимально, да. Первые полгода, наверное, у меня была только система дом-работа. Я, в принципе, не вылезал, работал. Потому что, живя на этом острове, тебе хорошо бы иметь машину, чтобы куда-то выбираться. Позже я купил себе машину и понеслась. Объездил я весь остров. И больше... И немного Норвегии тоже обкатал. И вот сейчас, пока я на острове, в свои выходные... могу выбраться куда-то. Я выбираюсь в какие-то неизведанные еще места мне. Жизнь на острове — это что-то вроде жизни между городом и деревней. Не знаю, как это объяснить, но в принципе как бы работать надо, крутиться надо, но и в то же время людей здесь мало, и если ты достаточно социальный человек, то через какое-то время начинаешь узнавать лица, которые повторяются, можно сказать, почти что ежедневно. За эти годы, что я пробыл здесь, их уже целых 4 долгих года, я подучил норвежский язык на таком уровне, чтобы просто общаться с людьми минимально. Подкопил денег, подправил свое финансовое положение, поправил здоровье, при том, что я приехал сюда, я весил 64 килограмма, сейчас уже все великолепно, 75.
успокоился, так скажем. И, в принципе, немного наладил жизнь, да? Все, что я и хотел сделать, я сделал здесь. Сразу скажу, что жизнь на острове, а тем более в Норвегии, ну, вообще не для каждого. Если в городе там еще больше, более-менее ты найдешь чем заняться, куда сходить, если ты социальный человек и любишь все эти вот городские развлечения, то здесь это проблематично, так скажем. Да, есть рыбалка. Да, можно выбираться на прогулки, то есть, ну, хайкинг, да. Это вот основное занятие у местных, у норвежцев, это выбираться на природу. Но на этом, в принципе, и все заканчивается. Прогулки, рыбалка. Вот и все, чем живет остров. Что еще? Ну, есть бар. В принципе, один на весь остров. Конечно, есть места общего питания, общепиты. Но за какими-нибудь социальными аспектами жизни надо ехать в город. То есть это, ну, скажем, туда-сюда 3 часа в день ты потеряешь, да? То есть 1,5 часа в город, 1,5 часа из города. Не так долго. Получается, до парома, на пароме и автобусом до города. Поэтому и говорю, что жизнь на острове не для всех. В основном для людей, которые хотят самоизолироваться, так скажем, в идеале. Поднакопить деньги, оборвать какие-то ненужные связи, которые тащат на дно. Это вот для таких людей. И, в общем-то, как я и сказал, самое такое лучшее занятие, чем вы можете заниматься здесь, это гулять. Минимально расходов, максимально пользы. Я здесь пробыл достаточно долго и закрыл, в принципе, все мои потребности, которые были на тот момент, когда я сюда ехал, летел. И на данный момент у меня возникла другая потребность, в принципе, которая у меня была всегда. Как я думаю, наверное, и у большинства людей. Это потребность в исследовании. И поэтому пора бы уже и менять что-то в своей жизни, а то 4 года на острове в Норвегии проведенные, это, конечно, великолепно. Но есть же и другие места, где нужно побывать. И поэтому в этом году у меня заканчивается мой контракт. И я буду закрывать мою потребность в исследовании вне этого острова. Это пещерка. Don't worry! Come on! Stop talking to me! I'm trying to not put you in the cadre. Окей. Спасибо, что посмотрел. Подпишись, кликни на колокольчик и прекрати смеяться, чтобы не пропустить, как я буду закрывать потребность приключений. Пока. Пока.